Отправляемся в путешествие на Volvo EX60, а на заднем плане можно полюбоваться вот таким красивым пейзажем. Но как мы вообще сюда добрались? И как машина ведет себя на немецком автобане? Какой здесь расход и реальный запас хода на разных скоростях? Проверим расход при 100, 130 и 160 км в час. И заодно проверим быструю зарядку. Сразу скажу, результат впечатляет, со мной будет ли я. Она тоже поделится впечатлениями об X60. Сравним его с моделью iX3 и электрическим Мерседесом GLC. Это главные конкуренты. Спереди все закрыто. Электрический XC60 и X60. Сразу заглянем под капот и посмотрим на передний багажник. Крышка открывается вот в эту сторону. Здесь обычный желтый рычаг, как и на обычных машинах. Передний багажник небольшой. Сюда поместится зарядный кабель или немного вещей. Здесь очень большое отверстие для омывающей жидкости. Но главное, что передний багажник действительно полезен. Мы им уже пользовались, ведь основной багажник занят вещами. Кабель всегда легко достать. Фары выполнены в стиле молот Тора. В базе адаптивные светодиодные фары, пиксельные за доплату. У нас версия Ультра. Колеса на 22 дюйма. В базе 20 еще доступны на 21. Колеса на 21 и 22 дюйма шире. Для максимального запаса хода лучше выбрать колеса диаметром 20 дюймов. Длина автомобиля 4 метра 80 сантиметров. Сам дизайн довольно классический. Внешне машина близка к обычному Volvo XC60. Сзади сохранились вертикальные фонари. Это P10 с полным приводом в комплектации Ультра. Два электромотора по одному на каждой оси. До сотни 4,6 секунды. Столько нужно для разгона до 100. У начальной версии батарея на 80 киловатт-часов. У нашей версии P10 батарея на 92 киловатт-часа, у P12 на 112. У P10 батарея по размеру близко к крупной батарее электрического GLC. Самая большая батарея чуть крупнее, чем у iX3. Адаптивная подвеска за доплату. Сегодня мы проверим и ее. Очень интересно будет посмотреть на зарядку. Мы проведем короткий тест быстрой зарядки. Для двух младших батарей заявлено 16 минут. На переменном токе доступно 11 или 22 киловатта. Максимум зарядки – 370 киловатт. Мы увидим даже больше. P12 заряжается до 80% за 19 минут. По скорости зарядки этот Volvo действительно превосходит конкурентов, хотя у каждой из этих машин есть свои сильные стороны. Кстати, здесь установлены многослойные стекла. Это акустические стекла, и они идут за доплату. Причем они есть не только спереди, но и сзади. У баварского конкурента такой опции нет. У электрического Мерседеса многослойные стекла только спереди. У более крупного BMW iX5 такие стекла есть спереди и сзади. У Volvo здесь такое же решение. Здесь работает не только пассивная шумоизоляция, но и активное шумоподавление. Об этом еще поговорим, потому что у системы есть и плюсы, и минусы. Внутри все аккуратно закрыто отделкой. Светлый скандинавский салон выглядит приятно и обходится без материалов животного происхождения. За доплату есть Bowers Wilkins, звучит отлично. Но система в Мерседесе мне нравится чуть больше. Обе очень хорошие. Руль здесь совсем небольшой, с двухцветным оформлением. По ощущениям, немного напоминает компьютерную игру. При этом настоящие кнопки остались, например, для круиз-контроля. Справа находится громкость и переключение треков. Слева есть отдельная кнопка для быстрого отключения предупреждения о превышении скорости. Это видно и на цифровой приборной панели. Она расположена довольно далеко. Приборы находятся далеко, а проекционного дисплея здесь нет. Это интересно сравнить с iX3 и Mercedes GLC. У BMW информация выводится на широкую панель под лобовым стеклом. У Mercedes GL C-мультимедиа собрана в одной большой плоскости. Теперь сиденье Volvo. Здесь искусственная кожа с перфорацией. Натуральной кожи нет. Есть перфорация, обогрев и вентиляция. Материал приятный.
Но искусственная кожа в BMW ощущается еще немного качественнее. То есть BMW здесь на шаг впереди. Эргономика достойная. Но сиденья у баварского конкурента мне все же подходят больше. Там комфортные сиденья удобнее, спортивные выглядят интереснее, но в области таза они жестче. Сиденья Мерседеса и Volvo примерно на одном уровне. Лия говорит, что ей эти сиденья нравятся даже больше, чем в Мерседесе. Разница небольшая, но по комфорту посадки BMW впереди. А передняя панель Volvo одна из самых лаконичных в классе. Здесь типичный скандинавский стиль, много тканей, почти как дома. Матовое дерево тоже выглядит красиво. Мне нравится. Наверное, это моя любимая деталь салона, но чувствуется и влияние китайской Geely, которой принадлежит Volvo. Многие китайские машины сейчас оформлены похоже, особенно внутри. Поэтому BMW и Mercedes делают свои салоны более узнаваемыми. Но это дело вкуса. Мне нравится, что у всех трех машин совершенно разные салоны. Так можно просто выбрать то, что вам больше нравится. Здесь установлена неподвижная панорамная крыша, у нее есть электронное затемнение. Вот так это выглядит. Стекло темнеет, но тепла в салон поступает почти столько же. Защита здесь скорее от яркого света. И внутри все равно становится жарко. Лучше всего от солнца защищала крыша GLC, потом BMW, затем Volvo. Под прямым солнцем здесь очень жарко. Раньше мы отдельно сравнивали панорамные крыши GLC и iX3. Тогда Volvo в тесте еще не было. Теперь видно, что его крыша тоже сильно нагревается. В быстром меню можно сделать подвеску жестче. Здесь же настраивается движение одной педалью. Можно менять и режимы движения. Это удобно. Все основные настройки сразу перед глазами. Есть встроенные Google карты, которые умеют рассчитывать остановки для зарядки. Это действительно полезно. Можно даже установить Waze прямо в систему автомобиля. Если вас интересует Apple CarPlay, он здесь тоже появится. Сейчас заявлено, что поддержка Apple CarPlay должна появиться позже. Когда вы смотрите это видео, ситуация уже может измениться. По плану Apple CarPlay должен появиться с ноября 2026 года. Я только что заметил, что задняя дверь открывается не очень широко. Для установки детского кресла это не самый удобный вариант. Качество отделки снова отличное. Все сделано аккуратно, даже внутренняя часть двери полностью закрыта мягкой отделкой. Здесь две кнопки, с их помощью меняется угол задних сидений. Все работает электрически. Для машины этого класса это очень удобно. Вот как это работает. Задний ряд разделен в пропорции 2 к 1. Спинки можно поднять почти вертикально, чтобы увеличить багажник, или отклонить назад, чтобы сидеть удобнее. При росте метров 89 сзади много места над головой, консоль очень широкая. Но сами сиденья удобные, ногам тоже просторно, и эта поверхность мягкая. Жесткого пластика в салоне почти нет. Мне это нравится. Посадка хорошая. Здесь два разъема USB-C. Один рассчитан на 18 Вт, второй на 60. Есть и отдельный блок климат-контроля. А в максимальной комплектации ультра сзади есть даже подогрев сидений. Объем багажника, по официальным данным, 520 литров. Это заявленный показатель. Под полом тоже есть отсек. Шторка багажника здесь обычная, ручная. Иногда ставить ее на место немного неудобно, но к этому можно привыкнуть. По бокам есть направляющие. Чемодан станет вертикально, хоть и впритык. Ширина багажника около метра. Глубина тоже около 1 метра. Спинки можно сложить кнопками. Кнопку нужно немного подержать. Подголовники тоже опускаются автоматически. Иногда подголовник может немного мешать, и тогда спинку нужно слегка подтолкнуть. Сзади сиденья тоже отделаны качественно.
Высота проема здесь около 70 сантиметров, а общая длина со сложенными сиденьями примерно 1,85 м. А теперь первый разгон примерно с 70 до 130 км в час. Это P10 с полным приводом. До 100, меньше 5 секунд. Колеса здесь крупные, 22 дюйма в диаметре. Батарея здесь на 92 киловатт-часа. Разгон до 100 занимает меньше 5 секунд. Есть режим максимальной мощности, обычный режим и режим запас хода. Но машина и так очень быстрая. Обычно режима запас хода достаточно. Подвеска настраивается отдельно, она здесь адаптивная и при желании ее можно сделать жестче. И разницу чувствуешь сразу. Сейчас подвеска действительно жесткая. Посмотрим, насколько заметна разница. Сейчас от дороги приходит намного больше информации. Для быстрых поворотов такая настройка лучше. Скоро мы сможем это проверить. На автобане начинается переходный участок. Здесь можно проверить жесткий режим. Но в начале поездки я сразу выбрал мягкий. Между ними есть обычный режим. В мягком машина едет очень плавно, даже на колесах диаметром 22 дюйма. Это максимальный размер. Есть 20-21 дюйм. Больше 22 нет. Мы советуем брать меньше. 20 или 21 достаточно. Для запаса хода лучше колеса на 20 дюймов, у них более узкая резина. На больших колесах резина становится более широкой. И это тоже ухудшает эффективность. Сейчас выбран мягкий режим подвески. Давайте проедем по этим неровностям. В мягком режиме все хорошо. Теперь выберем жесткий, и здесь я замечаю небольшой гул. Да, он слышен. В целом нормально, но звук заметен. В жестком режиме сильнее. Разница ощущается. А теперь снова автобан и типичный переход. Впереди BMW 3 серии. Похоже, это M3. Да, номерной знак тоже на это намекает. В поворотах Volvo держится хорошо. Более жесткая подвеска помогает и пассажирам. Кузов меньше раскачивается. И моему животу тоже. Так действительно лучше. Хорошо, что жесткость подвески можно менять. А что скажешь про руль? Руль здесь очень маленький, но обратная связь довольно прямая. А подвеска мне действительно нравится. Машина хорошо настроена, и я доволен. Позже появится внедорожная версия с пневмоподвеской. Пока мы не можем ее протестировать, но сделаем это позже. Вернемся в мягкий режим, для долгой поездки так лучше. Продолжаем маршрут. Сейчас скорость 140 км в час. Едем уже очень быстро, а в салоне по-прежнему тихо. У нас акустическое лобовое стекло и боковые стекла. Точнее, боковые стекла здесь многослойные. Такие стекла установлены и спереди, и сзади, с дополнительным внутренним слоем. То есть пассивная шумоизоляция уже хорошая, плюс работает активное шумоподавление. И вот эта система как раз вызывает вопросы. Сейчас мы едем 160, и почти ничего не слышно. В салоне невероятно тихо. Мне это очень нравится. Ощущения в ушах немного странные, хотя обычная шумоизоляция здесь отличная, это большой плюс. Дополнительные слои стекла еще и уменьшают нагрев салона, а также лучше защищают от ультрафиолета. Это полезно и для защиты кожи во время долгих поездок, и в салоне становится не так жарко. Но главное, машина действительно очень тихая. Из-за активного шумоподавления иногда возникает ощущение, будто рядом с ухом небольшой вакуум. Не знаю, нравится ли мне это. На высокой скорости система заметнее. Ой, извини, удобно. Эту защиту от солнца можно выдвинуть. Удобная мелочь. У GLC такая функция тоже есть, но стоит около 60 евро.
И я тогда подумал, что Мерседесу стоило настроить это иначе. На низкой скорости активное шумоподавление для меня слишком сильное, а на высокой скорости оно воспринимается лучше. С музыкой или открытыми окнами эффект уже не так мешает. Слышен ветер, и ощущения становятся естественнее. Снаружи звук все же остается. Здесь систему не отключить. В BMW iX5 ее можно отключать. Мне так нравится больше. А еще лучше было бы регулировать силу эффекта. Например, выбирать половину мощности или полную. При 100 км в час система заметна, но не мешает. Ниже появляется ощущение вакуума возле уха. На высокой скорости становится лучше, и это ощущение почти исчезает. На малой скорости проще включить музыку. Теперь проверим помощники водителя и круиз-контроль. Полностью убирать руки с руля здесь нельзя. Сейчас по системам помощи BMW явно впереди. Но для этой марки система пока одна из лучших. iX3 позволяет ехать без рук на руле в разрешенных условиях. Но и здесь ассистенты работают хорошо. Сиденье тоже хорошее, хотя в BMW лучше. Здесь подушка мягче и объемнее, особенно по глубине. Да, посадка здесь действительно мягче, но в целом удобно. Только сиденье немного узкое. Да, чуть узковато. Возможно? Да, пожалуй. По уровню это примерно как GLC. Лия поправляется. BMW все же лучше. Сначала баварский конкурент, затем эта машина и Mercedes. Лучшие сиденья у первого. Комфортные сиденья лучше, спортивные тоже хороши. Но в области таза комфортные сиденья iX3 и iX5 сейчас удобнее всего. Хотя и эти сиденья вполне хорошие. Нам предстоит еще примерно 6 часов в этой машине. Тебя это пугает? Нет. Хороший знак. Позже еще вернемся к сиденьям. А сейчас первая зарядка. Осталось 9%. Будем измерять зарядку примерно с 10 до 80%. Посмотрим, какой максимальной мощности удастся достичь. Станция выдает до 400 кВт. Посмотрим на пиковую мощность и время зарядки от 10 до 80%. Подключились, и мощность сразу поднялась до 360 кВт. Отлично. Заявленный максимум 370. То есть мы почти у предела. Результат выглядит отлично. Продолжаем следить. Мощность даже превысила заявленное значение. На короткое время мы увидели 377 кВт. Мы оба просто удивились. Неужели это правда? Заряд уже дошел до 80%. Вот кривая зарядки. Итак, результат готов. До 80% машина зарядилась за 16 минут. Вот так. Ровно 16 минут до 80%. То есть точно как было обещано. Идеальный результат. Вначале мощность держалась около 370 кВт. Примерно после половины заряда она начала снижаться. Да, примерно после 60%. После 60% мощность стала снижаться, но оставалась выше 100 кВт. Быстрее всего зарядка идет примерно от 10 до 60%. Потом она постепенно замедляется. Зарядка очень быстрая, от 10 до 80% за 16 минут. Отличный результат, и всю дорогу в салоне было очень тихо. Но один момент остается спорным. Сначала тишина очень впечатляет, а потом возникает вопрос, не слишком ли здесь тихо? Речь об активном шумоподавлении. Впечатления от него меняются. А как тебе сама машина в движении? Что тебе больше всего понравилось в движении? Наверное, именно тишина. Следующая остановка на зарядку. На этот раз начинаем с 15%. Посмотрим на результат. Смотрите, для этой машины это очень хороший показатель. Сразу 300 кВт. По экрану видно, здесь можно было бы получить 330 кВт, но эта станция ограничена 3 сотнями. Важно понять, что ограничивает мощность – машина или станция. Здесь ограничивает станция.
Сейчас уже 57%. Мощность постепенно начинает снижаться. И вот 80%. И снова получилось примерно 16 минут. На этот раз от 15 до 80%. То есть результат практически тот же. Теперь переходим к тесту расхода. Когда мы впервые тестировали эту машину, температура была немного ниже. Возможно, и асфальт тогда был более грубым. На расход всегда влияют погода, дорога и ветер. Сегодня очень жарко. Это немного помогает, потому что теплый воздух менее плотный. И главное, GLC и BMW iX3 мы проверяли при такой же температуре, поэтому сравнение получается достаточно честным. При 100 км в час Volvo расходовал 17 кВт-часов на 100 км. Очень хороший результат. На 130 км в час получилось 22 кВт-часа на 100 км. А на 160 – 33 кВт-часа на 100 км. Что это означает на практике? На скорости 100 км в час запас хода около 540 км, на 130 – около 418. Именно такой результат мы и получили. А на 160 км в час остается примерно 280 км. На скорости 100 км в час самым экономичным оказался iX3 – 15 кВт-часов. Здесь получилось 17, у GLC – 18. То есть Volvo здесь немного экономичнее GLC, но немного уступает iX3. А на скорости 130 км в час разница стала меньше. Эта машина приблизилась к iX3 и оказалась очень близко к электрическому GLC. На 160 ситуация похожая. Volvo снова немного уступает электрическому GLC. Но в целом по расходу все три автомобиля находятся очень близко друг к другу. И у каждой из трех моделей теперь можно выбрать батарею разной емкости. Поэтому по эффективности и реальному запасу хода любой из этих трех вариантов выглядит достойно. Все они дальнобойные, но по скорости зарядки Volvo сегодня задала эталон, мы видели очень быстрый результат. После сна продолжаем поездку. Теперь я сижу сзади и проверяю второй ряд. Заодно попробую поработать с ноутбуком. Сзади это безопаснее, потому что спереди есть подушка безопасности. Можно подумать и об отключении передней подушки, если работать с ноутбуком спереди, но тут есть свои нюансы. Нужно еще проверить, безопасно ли работать с ноутбуком спереди. Рядом есть разные подушки безопасности, а сейчас проверим комфорт второго ряда. Подвеска здесь отличная. В iX3 сзади меня сильнее трясло на неровностях. Позже стоит повторно проверить iX3 с адаптивной подвеской, но у Volvo сзади она работает очень приятно. Сзади поясничная поддержка слишком сильная. Мне это не очень нравится. Я предпочитаю более ровную форму спинки. Для меня поддержки здесь многовато, в остальном все хорошо. Теперь динамичная езда. Мы приехали в красивый Южный Тироль. На этой же дороге мы тестировали Mercedes GLC. Маршрут нам хорошо знаком, поэтому сравнение получается достаточно точным. Ого. Машина очень заметно сбросила скорость. Теперь можно немного ускориться примерно с 30 до 60. Разогнались примерно с 30 до 70. До 100 эта версия набирает за 4,6 секунды. Теперь сравним подвеску с GLC. У Мерседеса была пневмоподвеска. Даже в спортивном режиме машина оставалась мягкой. Здесь сейчас тоже выбран мягкий режим. Главный вопрос, не укачивает ли пассажира? Немного, возможно, но лучше, чем GLC. Это чувствуется сразу. Теперь сделаем подвеску немного жестче. Чуть жестче. Да, так лучше. Я очень чувствителен, когда кузов начинает покачиваться. За рулем я почти этого не замечаю. То есть чувствую, но совсем немного. Может, позже поменяемся на обратном пути. Но машина – сплошное удовольствие. Руль все еще довольно легкий, поэтому я бы всегда выбирал более тяжелую настройку, при этом машина остается очень спокойной.
Шумоизоляция и активное шумоподавление отлично работают даже при быстрой езде. Но если говорить именно о динамике, то здесь стоит вспомнить iX3. iX3 в поворотах лучше, потому что это самый спортивный автомобиль из этой тройки. Точнее, из этого трио. А Volvo с адаптивной подвеской в жестком режиме тоже становится довольно собранным. Для активной езды это подходит хорошо. Да, мне нравится. Для активной езды настройка хороша. По характеру Volvo между GLC и iX3. iX3 самый спортивный, но менее комфортный. Там еще слышен низкий гул. Volvo настроен иначе. Здесь настройки можно менять, но посмотрим, что даст адаптивная подвеска у iX3. Интересно будет сравнить EX60 Cross Country с пневмоподвеской и GLC без нее. Это тема отдельного теста. Но в целом Volvo не самая азартная машина в поворотах. С адаптивной подвеской поведение становится более точным. EX60 бывает и без адаптивной подвески. В базе ее нет, а в комплектации Ультра она уже входит. При желании на машине все равно можно ехать быстро и активно, но основной характер здесь все же более спокойный. Именно спокойный. Очень тихий и плавный. Но если хочется, машина позволяет и немного повеселиться. В целом, она умеет почти все. Мы проверили самые разные режимы движения и зарядку. То есть основные характеристики удалось проверить на практике. Теперь перейдем к более простой теме – цене. Из этой тройки у Volvo самая низкая стартовая цена при похожем оснащении. В Германии базовая версия стоит примерно от 63 тысяч евро. Средняя батарея на 3000 евро дороже. P12 от 72 тысяч. У нас средняя батарея, и на мой взгляд, ее уже вполне достаточно. В комплектации Ультра цена доходит примерно до 78 тысяч евро. Это уже немало. Китайские модели заметно дешевле. Например, Xpeng G6 и Xpeng G9. И еще можно вспомнить Zeekr 7X. Но на фоне электрического GLC и iX3 цена Volvo все равно выглядит привлекательно. И главный вопрос – какую выбрать? Тут все зависит от личных предпочтений. Мы очень подробно протестировали все три автомобиля. Настолько подробно эту тройку мы, пожалуй, еще не сравнивали. Вывод простой. Можно выбирать любую. Все три автомобиля отличные. На мой взгляд, это три отличных универсальных автомобиля. А выбор между ними во многом зависит от того, какой дизайн вам ближе. Особенно это касается интерьера и компоновки салона. У BMW iX3 самый спортивный и азартный характер. У iX3 самые удобные сиденья и лучшие ассистенты. В разрешенных условиях можно даже убрать руки с руля. Volvo EX60 – удачный вариант между двумя конкурентами. С адаптивной подвеской он очень комфортный. В салоне Volvo очень тихо благодаря шумоизоляции и активному шумоподавлению. Но последнее лучше проверить лично. Ощущения нравятся не всем. В остальном здесь есть практически все, что нужно. Volvo хорошо справляется со всеми основными задачами, а Mercedes GLC с пневмоподвеской дает лучший комфорт на прямой дороге. Хотя в поворотах он уже не настолько хорош. У него коробка с двумя передачами. На скорости пневмоподвеска опускает кузов. Это повышает эффективность GLC. Поэтому все зависит от ваших личных приоритетов. Хотите более спортивный или более комфортный автомобиль? А если нужен вариант примерно посередине, тогда эта машина, пожалуй, подходит лучше всего. Очень интересный результат. И, конечно, многое решает цена. По стартовой цене Volvo здесь выглядит наиболее привлекательно. Дальше нужно сравнивать уже условия лизинга. Сейчас и по лизингу Volvo выглядит наиболее выгодно, а Mercedes в этом сравнении получается самым дорогим. Когда все три автомобиля настолько близки по уровню, цена может стать решающим фактором.
Поэтому я не могу четко расставить первое, второе и третье места. Все три машины очень хороши и идут почти вровень. А что думаете вы? Какую из этих трех машин выбрали бы вы? Напишите в комментариях.